Майкл Уэстон, успешный предприниматель из Остина, штат Техас, неспешно шел к своему белому седану, припаркованному у обочины рядом с офисом. Вечер уже наполнил город нежным светом, и отгороженные здания сверкают зеркальными отражениями оранжевого солнца. Это был один из тех вечеров, когда город замирал в полусонной тишине, словно предвкушая что-то неизвестное. Жизнь Майкла была устроена до мелочей: бизнес, сделки, краткие встречи с сыном после развода и одиночные вечера в большом доме, который когда-то был полон смеха и детского веселья. Каждый день он шагал к новым вершинам, стремился к успеху и реализации амбиций, но с каждым новым достижением внутри него возникало чувство пустоты, которое, как казалось ему, приближалось к бездне. Он продолжал бороться за дело, но понимал, что тень одиночества становится все более удушающей. Сегодня, в очередной раз закрыв бизнес-заботы на день, он стянул пальто, собираясь покинуть офис. Как только он открыл дверь, его лицо осветило теплое солнце, но и оно не смогло развеять его мрачные мысли. «Может, стоит сделать что-то по-настоящему важное?» – думал он, выходя на улицу. Мысли странным образом прерывали его реалии, не оставляя ничего, кроме угнетенного чувства. Он почти уже сел за руль, когда с тротуара раздался пронзительный крик. Маленький мальчик лет 7 выбежал на проезжую часть и отчаянно махал руками. Его лицо искажало серьезность, а в глазах затаился страх. Майкл, удивленный неожиданным вторжением в свою жизнь, остановился. Он не сразу сообразил, что произошло, но ребенок с большой настойчивостью подбежал к нему. «Подождите, не садитесь в машину!» – закричал он, указывая рукой под капот. Внутренне встревоженный, Майкл решил подойти ближе. Сердце его забилось быстрее, и он открыл капот. То, что он увидел, заставило его замереть. Среди мотора дрожал крошечный серый котенок. Он вжался в угол, испуганный и еле слышно мяукающий. «Малыш прав», — хлопотно подумал Майкл. «Если бы он завел мотор, катастрофа могла бы произойти». Бережно доставая котенка, он почувствовал, как что-то забытое сжалось в груди. Ребенок остался рядом с ним, молча наблюдая за его действиями. Котенок был жив, но явно испуган. Его серые глаза искали утешения. В голове Майкла всплыла мысль отнести его в приют, но почему-то он не смог этого сделать. Подумав о том, каким теперь будет его дом, он решительно закрыл капот машины. Майкл поднял взгляд на мальчика, который стоял перед ним, серьезный и ответственный, как будто не по годам взрослый. В сонной тишине города он почувствовал странное волнение. Возможно, важнейшие решения в жизни приходят не в конференц-залах, а на тихих улицах, где один детский голос может изменить все. Когда Майкл посмотрел в те просветленные глаза, он понял, что этот момент может стать поворотным в его жизни. С того дня котенок из машины остался у Майкла. Он назвал его просто «Кот». Имени у пушистого холёного комка не было, но имя мальчика он запомнил сразу – Лиам. Каждый день Лиам приходил к Майклу, носил с собой еды, играл с новым другом, просто был рядом, оживляя его жизнь. С этим маленьким существом в доме появилось что-то большее, чем просто беседы о делах. Теперь между ними установилась настоящая дружба. Лиам смешно хихиковал, когда кот, изредка пытаясь поймать свой хвост, а иногда просто оставлял его на своем плече, как живую игрушку. В те моменты ответственность уходила на второй план, и они оба радовались простым, ни к чему не обязывающим радостям. Майкл начал чаще улыбаться. Его дом перестал быть просто зданием из кирпичей и бетона, он вдруг стал теплым уютным местом. Здесь звучал смех, кто-то ждал, и в нем вновь жила жизнь, как будто вдруг в него вернулась его давняя мечта – семейное счастье. Он начал готовить вечерние ужины для себя и своего юного друга, ввел привычку устраивать живые тренировки с котом, высаживая их для игры.
Чаще всего они оставались вдвоем до позднего вечера, и когда ночное небо заполнилось звездами, они выходили на балкон, заливаясь смехом и забывая о всех тревогах. Поднимая свой взгляд к звездам, Майкл чувствовал, как жизнь наполняется смыслом. С каждой новой звездой в небе его душа исцелялась, открываясь снова к эмоциям и новым начинаниям. «Ты, Лиам, мой лучший друг», — тихо произносил он, ощущая прилив света и энергии. Майкл не замечал, как с каждым днем его жизнь менялась. Он начал меньше фокусироваться на бизнесе и больше ценить моменты, которые составляли его новые будни. Говоря об офисе, он решал, что каждый день теперь стоит проводить для себя, а не только для бизнеса. Он также стал чаще встречаться со своим сыном. Вдохновленный новой дружбой, он организовывал выходы на пляж, походы и просто прогулки в парке. Сын был очарован новым подходом отца, и это укрепляло их связь. Друзья и знакомые начали замечать изменения. Они задавались вопросом, что же произошло с Майклом, но он лишь улыбался, зная, что истинная радость приходит от неожиданного, иногда от простого крика мальчика с тротуара. И весь Албани день для него стал олицетворением того, как однажды принятое решение может изменить жизнь. Спустя несколько месяцев утренние пробежки с Лиамом и Котом стали общим ритуалом. Весь двор, напряженный от знога утра, наполнялся их смехом, игристым, как солнечные лучи. Лиам осваивал бег, а Кот иногда гордо шлепал по траве, как будто он был самым быстрым существом на свете. С каждым новым днем их дружба укреплялась, и Майкл чувствовал, что связь между ними глубокая и прочная, как сталь. Теперь в его жизни настало время вернуться к настоящему. Он стал практиковать настоящую благодарность. Это был новый путь, по которому он сам выбрал идти, и ему это очень нравилось. Над крепкими стенами, окружающими его дом, разместились цветы, и ритм жизни наполнен стал смехом. Все это было заслужено. Появившись на вечерних прогулках с Лиамом, они стали незаменимой частью района. Ветер шел легко, помогая разным эмоциям пробудиться внутри них. Прошло немало дней, но как вдруг один вечер, когда они возвращались домой, Лиам, остановившись, поддержал кота на руках и произнес: «Майк, знаешь, благодаря тебе я понял, как важно заботиться о других. Финансовый успех и только свои успехи – это не все». Внезапно до него дошло, что главное – это связь с окружающими, это и есть тот богатый мир. С этой откровенностью в семье начались перемены. Его подход не ограничивался только бизнесом и работой. Он заглядывал в сердца людей и искал колоссальную ценность простых вещей. И эта искренность передавалась не только ему, но и Лиаму, который, окрыленный духом сострадания, одержал свои личные победы. Со временем Лиам повзрослел. Он стал старше, не только физически, но и эмоционально. Полюбив заботу о животных и людях, он решил заниматься помощью бездомным животным в приютах. Поддержка, которую Майкл еще раньше дал ему, влияла на всю их жизнь. Вечерами они вместе учили животных, заботились о них, познавая радость доброты. А когда Майкл смотрел, как Лиам взаимодействует с животными, ему было легко забыть о прежних неудачах. В этот момент он осознал, что на самом деле вдохновение бывает в каждом моменте, и как важно создавать новые воспоминания. Все начиналось с того крика «Не садитесь в машину», и теперь это стало их общей мантра о важности излучать доброту в своей жизни. С переосмыслением своих истинных ценностей Майкл принял решение о помощи приютам в Остине и оказал поддержку бездомным животным. С каждым новым усилием и поддержанием дружбы с Лиамом его сердце радостно восприняло все это. Он стал усердно собирать средства и организовывать местные мероприятия для улучшения жизни животных. И это привело к тому, что их маленькие усилия превратились в глобальное движение, которое больше всего вдохновило и их самих.
Постепенно Майкл и Лиам стали известными не только в Остине, но и за его пределами. Их инициативы и помощь бездомным животным распространились по всему обществу, вызывая волну доброты. С каждым новым событием в их жизни кот по кличке Кот присутствовал рядом, внося свой неповторимый вклад в счастье своей семьи. Вечерами, когда Лиам заканчивал свои занятия в общественной школе, он невольно присаживался рядом с котом, и они наслаждались тихими моментами между собой. Майкл с малой тенью улыбки смотрел на них, понимая, что их жизнь наполнилась содержанием, смыслом, связью, и все это началось с простого крика мальчика, который смог спасти жизнь одного маленького животного. Это было больше, чем просто удача. Это было вдохновение и урок о настоящей любви. Таким образом, благодаря крику одного детского голоса и тому, как он повлиял на жизнь людей, Майкл нашел новую ценность в своем существовании. И даже спустя годы, когда он смотрел на Лиама, на кота, он понимал, что иногда жизнь предлагает самые важные уроки в самых неожиданных местах. Надежда и поддержка находили путь сердцам людей, объединяя их под флагом доброты и любви, чему Майкл был безмерно благодарен. Он больше не был один, он обрел семью, счастье и смысл, который искал долгие годы. Вот такая удивительная история, которая учит нас, что иногда перемены могут происходить самым обычным знаком, но ведут к совершенно новой жизни.